Здравствуй, Виктория. Привет. Что мы сегодня посмотрим? Очень хочется посмотреть, какой же была цивилизация до нас. М, Например, там 1000 лет назад, 10 000 лет назад или 100 000 лет назад. Я была по миру во многих местах и видела такие вещи, которые никак не соотносятся с официальной наукой. Ну, например, я была в Перу, и там некоторые вещи, которые можно сейчас использовать как отправные точки в нашем расследовании. Например, город Лима стоит на таком обрыве. Тут Атлантический океан, высоченный обрыв, черный. Я смотрю, я вижу, это угольки, это уголь. Э, Потом, ну, разные интересные вещи там я видела. Дело в том, что в Лиме никогда не падает дождь. Но он там падает 3 инча в год. Но он рассеивается и не долетает. То есть там пыль, там это все как бы время застыло там. Вот как, например, вот оно как было 1000 лет назад, вот так оно и есть. То есть ничего там не засыпано, ничего там не выросло сверху, потому что в некоторых местах вообще нет никакой растительности. И интересные там горы. Вот именно дальше от Лимы там есть дождь, там ничего не видно, там горы как горы. Высоченные, тоже странные иногда. Но вот там, где в самой Лиме, такое впечатление, что это отвалы, породы. мгм. То есть там просто терриконы такие стоят, вот такими шапками. Очень это все интересно. И была я на пляже там, я смотрю, обгоревшая гора. То есть так вот песок, обгоревшая гора стоит. Просто как будто бы ее воткнули в этот песок. С одной стороны камень как будто бы, с другой стороны все черное, обгоревшее. Таких обгоревших гор я там видела очень много. Потом еще что интересно. Вот мы ехали там с Лимы на юг, 500 километров на юг. И так там то камни, пустыня, ничего нет, каменная пустыня. Потом на фоне этой каменной пустыни какие кактусы там где-нигде растут. И такие горы песка, как будто бы вот сверху шух и насыпал. Такие горы М, песка. Ну, где камень, ну просто вот такие кружочками такими. Курганы, как будто, да? В Да, Сибири из много песка. захоронений таких, где делали такие, и в Германии тоже курганы. Но это не курган, это Мгм. просто песок. Песок. Я курганы видела, потому что я же выросла в Крыму. И в Крыму, в Николаевской области, там же очень много курганов было. Я их видела на собственные глаза. Я даже видела, когда маленькая была, как приезжали археологи, раскапывали там один из курганов. Потому что там эти скифские древние поселения были, и там вот много этого всего. Скифы, там все такое. Ну вот что интересно. И дальше едем, и тут из песка, песок осыпался, и вижу не руины, это просто стены крепости. Засыпано Среди песком. песка. То есть Мгм. каменная пустыня, там крепость стоит. Ее, чтобы ее не было видно, ее засыпали песком. Это так очевидно. Мгм. Их Да. засыпал. Да, кто их засыпал? Вот у меня вопрос. Потом Мгм. в Китае есть этот парк, который вдохновил на фильм «Аватар», да? Там вот эти... Так вот, в этом парке в Китае, что интересно, горы вертикально стоят, как и Мгм. многие горы, то же самое, они обуглены. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да, как будто бы да. Мгм. Хорошо, Виктория, отсоединись от всех и всего. Мгм. На счет 3 ты найдешь город Лима, поднимешься над ним, посмотришь на него сверху. На счет 3 это произойдет. Один,
два, три. Ну да, интересно. Я как будто бы над ним, но почему-то расчертила его. Мгм. Вот так вот расчертила, как такой кружок, как будто бы, и вот такие какие-то меридианы, а там, где океан, с той стороны, как будто бы откушено кусок. М, Я слышу, пропал без вести. мгм. Что значит то, что ты расчертила? Это по меридианам, по линиям? Что это обозначает? Я слышу, углубляюсь в пространство времени. Мгм. Так, Индикатор времени. так. Хорошо, Виктор. Давай тогда вернемся на 5000 лет назад и посмотрим, как этот город выглядел 5000 лет назад. На счет 3 ты это увидишь. Один, два, три. А вот я вижу улицы и вижу, как люди ходят, говорят, э, но один человек вот так как будто бы чунь, стукнул ногой по земле, и там такая брусчатка, и вижу, что под брусчаткой эм, как будто бы это все, что происходит там, стоит это все на таком большом человеке. Какой-то считывается гигант, вот так как будто бы это все поддерживает. Мгм. А, Чем отличается вот сейчас, что ты смотришь 5000 лет назад от сегодня? Чем отличается изменения вот эти того времени и сейчас? Ну, я слышу, что люди другие, М, какой-то а, анабиоз я услышала, и это связано с этим большим человеком. мгм. Так. Также я вижу, что ну, я не уверена, что это 5000 лет назад, потому что мое внимание как-то приковывается вот к этим черным горам обожженным. И я буквально вижу эту как плазма огонь, который идет вот со стороны океана. Вот таким, М, ну, прямо идет, как будто бы это кто-то стреляет, это как из шланга, такой огонь огромный. мгм. Так. А вот эти черные горы, они уже в этом времени, которое ты видишь, уже черные? Или это тот момент? Это я вижу тот момент, когда они от огня этого. Ну, мне интересно, что М, это за огонь. И я вижу, что там, откуда идет этот огонь, считывается как инопланетная цивилизация. И там идет опять такие же, все расчерчено. Небо, земля, как будто в таком механизме каком-то, вот такие, как прутья, как будто м, металлические. И идет именно от ам, этого места, откуда идет этот огонь. мгм. И там такие, считывается, гуманоиды, раса пришельцев. Так. Посмотри на одного какого-то гуманоида, как они выглядят. Я вижу вот такого, как с хвостом, как динозавра. Но Прямоходящий. Мгм. да, прямоходящий. Сейчас я его считаю эфирная ДНК. Виктория Фернаренко. Потому что в нем присутствует и ДНК серого, и ДНК
Сейчас я считаю ДНК. Считай эфирные ДНК. Из каких ДНК состоит этот гуманоид? Считывается человеческая раса. Мгм. Там и паук, и змея, и... Так, М, эфирное. Сейчас я считаю, это физическое существо или это из другого измерения? Из мгм. другого измерения. Это как Он тонкоплановая сущность. Мгм. И откуда? А они пришли вот как будто бы из преисподней, снизу. А как эта сущность выглядит на физическом плане? Никак. То есть не проявлено. Нет. А как они оказывают это воздействие на эти горы? Вот у них огонь там какой-то. Сейчас Как я и посмотрю. Мгм. А это на город. Не на горы, а на город. Они На как город. будто бы М. на город. Но я вижу, что они вот оттуда, как будто бы эта штука разворачивается на все стороны и огнем таким пуляет. Считывается сожженный мир, Мгм. но это меньше, чем 5000 лет назад было. Мгм. Считывается как переворот. Так, как они Мгм. пуляют? Вот это Мгм. плазма. Мне идет, что из-за человеческого гена. Э, у них, я вижу, что этот гуманоид показывает, говорит, потенциал, и у него что-то похожее, как на пенис, какой-то отросток такой, знаешь. Мгм. И он его вот так потрогал и говорит, что из-за человеческого гена. И ниже вот так пошло, это предшественник, этот гуманоид, он считывается. Так. Это вот это люциферианское, оно буквально считывается как секта. Мгм. Секция, секта и вот эти рептильные энергии. Мгм. А кто из них там главный? Кто отдает команду сжигать этот город? Они все называются Люциферы, а выглядят как такие чудища, э, с этого пятого элемента похожие такие Мгм. большие. И они такими полчищами идут. И Мгм. у них, ДНК есть, присутствует инсектоиды тоже. Сейчас я М. считаю, что это означает. Это считывается захват разума. Мгм. Захват разума. Я подумала, как это захват разума, и сразу увидела, что это считывается как параллельная реальность. Но она параллельная не потому, что она где-то там далеко, а это оно вот так как-то, что есть физическая реальность, это проявленный дух, я слышу. Физическая реальность — это проявленный дух. Вот, это совершенство. Вот проявленный дух, физическое это проявленный дух, а там как будто, м, они не могут проявиться, то есть они не могут, я слышу, воплотиться, но они могут воздействовать Мгм. на физическую реальность, они могут воздействовать, я слышу, через сознание человека и через, предательство, Мгм. через магию. Так, а есть на физике этот предатель или кто именно сжигал этот город? Да, это какой-то человек, который согласился это делать.
Сейчас я М, посмотрю. мгм, Но он выглядит, одет не так, как мы одеты. Он по-другому одет. Сейчас я спрошу, кто он. Он мгм, почему-то себя называет сицилиец. мгм. М. Так, что он делает? Он говорит, что он одухотворяет физическую реальность, говорит, огнем возмездия. М, И все вот как будто бы чертежи такие. Это все как м. чертежи. Интересно так. И идет информация, что понижает степень человеческого разума. И сразу там вот, где я смотрю над Лимой, вот так пошло, как пресс такой. А для чего он понижает степень человеческого разума? Сейчас я увидела типичное лицо индианки, женщины. Ну, они красивые люди, только сейчас я посмотрю. Еще раз, что ты спросила, зачем? Да, почему он понижает степень человеческого разума? Он вот так показывает, что как будто бы вот так что-то наматывает на руку, вот так чих-чих-чих, а потом пух, бросает, как кошку такую вот бросил. А, Говорит, для управления сознанием. И М, я вижу, что это символическая девушка, индианка. Она начинает взаимодействовать с ним, с этим, который сейчас называется как корсиканец. Корсика. Какое-то мгм, имеет отношение вот к тому региону. Говорит корсиканец. мгм. А зачем ему управлять сознанием? Он говорит вот так, показывает рукой и говорит, мы делим мир. И вот теперь понятно, почему я вижу это все как поделенное и как в этих Мгм. Сектора? сектора эти, да, говорит, М, мы делим мир на сферы влияния. Я вижу, так. что так, сейчас надо посмотреть. И когда это поделился этот мир, то получилось, я слышу, захват власти. И в каждом этом секторе появляется такой, как рептильный глаз, как этого динозавра. А что означает этот динозавр? М, это Это обозначает. вот эта метафора этих пауки, динозавры. Я вижу, что это не реальность, ну, они не физически так выглядят, а это, я слышу, продукт их мышления. То есть это дегенеративное мышление вот этой люциферианской секты. Секция, секта, то есть это закрытое общество, Мгм. скажем так, Так. отделенное, М, отделенное от осознания Вселенной. мгм. Оно И вы считывается как гангрена, Мгм. распространяющееся, вот так идет, вертикальное зло. Мгм. Виктория, а зачем им делить мир на сектора? Что у них там? Они говорят, что их много, и каждый из них хочет как бы свою власть проявить. Это у них вот эта эгоцентричность, эго. То есть именно вот поэтому, например, ученые называют рептильный мозг, да, Мгм.
человека рептильным. Это не потому, что рептилии его сделали, а потому что, когда человек теряет контроль над, своим человеческим разумом, мозгом, то перехватывают эту власть, другие участки мозга. И когда человек ведет себя, как, рептилия, безжалостно, да, Мгм. это означает, что он поддается инстинктам животным. Потому что я вижу, что эти вот эта цивилизация, они считываются так же, как, черви человеческих душ. Вот как черви поедают плоть, вот точно так же эти духи поедают, человеческие души. Так. Почему-то идет вертикальное зло. Мгм. Так, ну вот конкретно вот этом секторе, где Лима, Да. где они сжигали, кто ответственный за этот сектор, кто его именно захватывал, кто самый главный в этом секторе? Какой-то вот этот корсиканец. Мгм. Вообще-то похож на этого Бонапарта. Мгм. Значит, это война была какая-то. Но одет, по-другому. И Мгм. Бонапарт маленький, а он большой. Так. Хорошо, Виктория. А по отношению к вот этому человеку, который под низом там находится, этой Лимы, этого города, Вот а, этот атлант. мгм. Какое отношение имеет А Атлант? вот я смотрю, Мгм. а, вот оно что. Я там видела, такие есть, в Лиме, я даже фотографировалась. Там такие красивые вода, эти, что вода образует Фонтаны? фонтаны, и там такие, как мужчины были изображены, а ноги у них, как змеи. И вот я вижу этот атлант, он до пояса человек, а от пояса у него такие, как 2 змеи, и такими кольцами эти ноги потянулись в сектор интерферентов. И вот этот человек, так он же ж и считывается, вот этот корсиканец. Как? Какое-то отношение Какое имеет отно вот именно к Корсике, к Мгм. Италии. Так, а вот этот Атлант, он это его останки или что это за Ну, почему-то энергия? идет, что он спит, Мгм. что я вижу, в нем считывается, я прямо услышала неокортекс, и вот так, такое сияние, все поделено, вот так, как будто бы э, сеточки внутрь вот так прошлись. А, Мгм. вот так, где грудь, вот это светится все, а он как будто бы вертикально вот так стоит, вот это держит как пол на первом этаже, например, да, а Мгм. сверху второй этаж. И второй этаж это вот земля. А он там внизу, но ноги у него вот как 2 змеи, и считывается сон. Вот. И я вижу, что у него подключка от пениса идет тоже черная в сектор интерферентов, и там вижу, что идет переработка его энергии. Там Так. какой-то механизм, который перерабатывает энергию. Получение это как эгрегор такой, такая фабрика получения энергии из человеческих душ усопших. А в каком пространстве находится душа этого Атланта? Он говорит, что он
Погребено, из-за него погребено, говорит, город пеплом, что он укрыл город пеплом. Говорит, что это он сжег, а, говорит, город призраков. А что это за город призраков? Сейчас я спрошу, почему призраков. Мгм. Ну, потому что вот я снова вижу ту же картину, что люди там ходят, как по городским площадям, говорят, и это в каком-то пространстве, оно все существует как будто бы в реальности. Но этих людей как будто нет уже, но их нет уже. Я слышу, что они воплощены в других измерениях. А это цифровое измерение, измерение времени. И здесь много отсеков в этом пространстве, в этом энергетическом пространстве, много разных, буквально считывается втулок, как Мгм. будто бы пространство друг с другом вот так соприкасаются. И там все эти души, которые там жили в этом городе и погребены под этим пеплом, они вот в этом пространстве так и находятся. И я слышу, что они как бы м, живят, как это перевести, как бы кормят, да? Мне идет Мгм. по-украински. Живлять, то есть делают живыми, э, Оживляет. Мгм. оживляют, да, делают живыми, кормят потусторонних духов. А эти потусторонние духи, а, это как, оно идет вот так, как проблески сознания Люцифера. Такими импульсами идет, вот как будто мысль, так пум. И от этой мысли она такая, знаешь, как глаз. Вот это всевидящее око, да, как глаз. Мгм. Вот. И он идет дальше. И потом собираются вот эти энергии от этих душ усопших Мгм. и превращаются от этого вот глаза, от этой энергии, которая соприкасается с энергиями этих жертв, получаются монстры, черные энергии, как хлопья эти монстры, начинают жить своей жизнью. Считывается это как потусторонние сущности, это сотворенные Люцифером. Это вот эти духи, которых потом люди вызывают в всяких ритуалах там, эзотерических и магических и так дальше. Мгм. Духи-помощники типа, Да. обманщики. Мгм. А вот это пространство, где эти люди ходят, цифровое, оно как-то связано с тем, что на этом городе нет дождей, какое-то там, м, вот. Да, они М. говорят, что они замерли. Они вот как-то, это связано с их смертью, мгновенной. Они Мгм. не успели осознать, и они как будто бы чувствуют себя живыми. Вот это М. идет, эта информация, что поэтому они дальше Мгм. продолжают живить. Мгм. Не И, осознали. Мгм. да, они не осознали, что их нет. И они дальше как будто бы продолжают жить своей жизнью. Ну, вот так оно там все зациклено. То есть Мгм. по Да. кругу ходит. Вот эта женщина, которая, она ходит, ходит, а другая продает и продает и продает. А этот все стучит и стучит и стучит. И он много раз, вот он делает сапог,
И он так молотком и стучит, постоянно стучит. А эта вот женщина встала, поворачивает часы, стрелочку, чтобы поправить. И все время она ее в этом М, положении постоянно находится. А дети играют. мгм, А вот этот ребенок, он как бы стирает слезу и грязь эту с личика и стирает постоянно. Ой, жуткое место, я тебе скажу. И мгм, вокруг Лимы образовалось такой, как купол. Оно считывается, живится. мгм, То есть вот эта живая энергия этих замороженных буквально огнем людей, это страсть, энергия этой страсти, какая-то страсть. Это м, как высшая степень. Я слышу удивления. мгм, У них, когда они вот это увидели, то есть это так мгновенно произошло. Это не так, как сейчас война происходит, и люди там смотрят, летит ракета. м, Вот я вижу, как эти люди увидели этот огонь, и в ту же секунду они все мгм. погибли, как будто бы их заморозило. Да. А что это за такой огонь? Какое он имеет свойство? Оно считывается опять как плазма, энергетическое оружие. Мгм, Это как бы не очень физический огонь. мгм. Он как бы между пространствами. Хорошо, Виктория. Оно считывается духовно-эзотерически. Мгм. Сейчас я посмотрю. Смотри, Связано с магическими действиями. Я слышу циклопов. а кто такие циклопы? Вот. И я вижу в секторе магии появляются люди, у которых нет ног, а у М, которых змеи вместо ног. Это колдуны, я считываю. Оно считывается как колдуны нашего времени. У них нет ног, потому что они пошли дорогами магии. И вот это и превратились как в служителей Люцифера, и м, превратились как в этих змеев. То есть ноги символизируют ну, выбор, ходить дорогами, жизненная дорога. Есть, они выбрали дорогу смерти, магии, и поэтому у них вот такие вот ноги, и я вижу, что э, вижу ребенка, у которого нет ног, м, ручек, ног. И мне идет сразу вот это кармические уроки м, этим людям. И я вижу, например, вот прямо сразу увидела этого Ника Вуйчича. И мне м, сразу идет информация, что он в этом воплощении как бы отработал свою кармическую задачу, потому что он научил многих мгм, как бы восставать из пепла, а у него карма была мгм. Понятно. из предыдущих воплощений. А в этом воплощении вот он выполнил свою миссию и отработал свою карму. Поэтому его дети родились уже с ногами. Слушай, Виктория, давай вернемся к этому атланту, который там Да. м, говорил, что он как бы ответственный за гибель этого города. Да, это вот этот и есть корсиканец, но он большого роста.
М, он побольше, ну, намного больше, чем эти люди. мгм. Так. Он Почему говорил, он? что он принял дух, говорит, дух, и говорит как христианин, дух Господа, говорит, моего Иисуса Христа, что-то вот такое говорит. Мгм. Не он говорит, а как программа такая говорит. Так. А что это интересно за такой дух Иисуса Христа? Хм. Смотри, Виктория, что это за сущность или Он энергия? говорит, М, что это дух Осириса и показывает, что вот так вставать, подниматься. Он говорит, что это дух нашего времени, дух цивилизации. м, Говорит, что это магический аспект убытка цивилизации. Я подумала, что за убыток, и он показывает опять, как у него снизу живота идет, где творческий потенциал, такой черный имплант, который забирает энергию. Там как ветер, вот так вот вся энергия уходит вниз. Он говорит, м, что это религия человеческих останков, мгм, что эта религия замораживает и мгм, показывает такой, как кладбище подземное. И он говорит, что это замороженные души м. усопших. Значит, вот этот корсиканец принял вот этот дух Осириса. Да, он показывает, как у него на груди. Я это считала сразу, что это где-то 1000 лет назад было. М, понятно. И на груди такой черный, как цепь, с таким крестом большим. Мгм. Какой-то символ. Так, ну Оно хорошо. имеет отношение именно э, к папству, к Мгм, религии, вот это паттерны, папа, потому что матриархат, скажем так, это религия, не религия, а устройство а, общества по матрице жизни, по матрице жизни. Ну, как мать добрая, защищает своих детей, равноправие, все дети равны для матери, ну и так далее. По таким принципам, каким работает жизненная матрица верхних духовных миров. А патриархат это как устройство, оно считывается как религия. Патриархат как устройство демонического устройства. так. Насилие, контроль и вот это империи. А матриархат это содружество, где все равны. А патриархат это отрицание жизни, я слышу вот так. Отрицание жизни, это эгрегоры смерти, и там я вижу вход как чужеродная матка, черная, Мгм, считывается испорченная, дефективная структура управления миром. И именно она сейчас управляет миром. И матка– это не муха, которая несет яйца, как некоторые так говорили, м, да? Это буквальная матка, которая рождает. Это эгрегор, скажем так, или в пространстве такой орган, который рождает этих демонов.
И рождается они, эти демоны, благодаря тому, что люди вступают в контакт а, с демонами и продуцируют. То есть они творят, вот этих демонов творят своими действиями, мыслями. И вот, Вот эту я вижу черную матку. Вот она в пространстве есть. например, поддерживается энергия тех людей, которые вот в зацикленном анабиозе, вот этом Да, карсиканис, вот эта душа тоже питает эту да, матку. да. Мгм. А И с это я вижу, что это не только там, но мы сейчас это только Мгм. смотрим. На следующий раз можно что-то другое посмотреть. Это вот это именно где это Лима. Мгм. Но вероятно, что это там и другие такие города есть. Так, наверно, по всей земле, если это Ну, только один верно. сектор. Мгм. Так. А спроси у этого корсиканца, видит он вообще, к чему привело принятие этого духа Осириса? Он говорит, что он спит и показывает, что у него на глазах такие импланты, как будто бы его Мгм. вот так сверху эти повеки, как ложками кто-то держит. И там такой считывается спрут, выглядит сверху как человек, Мгм. как черт, как чертов рисуют. А ноги такие закрученные, ну, уже не 2 ноги, а много ног. Мгм. И Тоже он говорит, змеиные. М. да, что это его же программа, это испорченное человеческое мышление. То есть это он создал такую программу, которая его и усыпила, и держит в этом сне. Ну, я ему передаю информацию и говорю, хочет ли он, дает ли разрешение с ним поговорить, М. пообщаться с ним. Мгм. А он показывает на тебя и говорит, а я его знаю. И М. говорит, а я спросила, а меня ты знаешь? А он говорит, ну да, ты чертила этот мир. Мгм. Как это я чертила его? Это означает, что ты Он чертила этот говорит, мир. что М. ты знала все наперед. И Мгм. говорит, что я знал, что ты придешь. Так. Это он о тебе говорит, что ты придешь, да? Да, да. Мгм. А меня он откуда знает? Он говорит, они из тебя идола сделали, прибили на эту доску и показывает на какую-то доску черную, такая, говорит, сошедшая с небеса Сириса. М. И на этой доске я вижу сидит такой, как Папа Римский, с таким яйцом на голове, разделенным. Вот эта их тиара такая круглая вверху, она символизирует именно человек. Ой, ёлы-палы. Ай. Ну, эту женскую, Мгм. это Матку, гениталии. Мгм. гениталию носят, Мгм. эту М. женскую, которая как раз символизирует вот этот белый цвет. Это не цвет света, а цвет гипноза. Мгм. Вот. И они эту черную дьявольскую матку носят на голове, и таким образом они зомбируют все человечество. Потому что работает это вот так. Люди смотрят, но это же дурацкий вид, чтобы люди вот так вот ходили, правильно? Все Мгм. люди как люди, Не а у них что-то не непрактично. так, да? Мгм. Что у них? И вот это удивление, да, а зачем это? Но, понимаешь, а зачем это? Ну, там же уже научено зачем. То есть и получается так: подсознание считывает, что это демоническая структура, да, М. и получается так, что культ Осириса уже был,
И они этого человека, которого прибили к доске, просто подстроили, то есть подставили, поменяли местами. Но он говорит, не только Осириса, а многих богов. У каждого народа был как бы двойник, то же самое. Мгм. Говорит, они его подменили. И вот эту, ну-ка, смотрю на эту тиару, а звучит писка. Понятно. Прикинь. Мгм. Так. А вот этот Между прочим, вот эти пилотки, что солдаты носят, это то как же самое. слуги. Это то же Да. самое. Ага. То есть Ну это да. слуги вот этой черной матки, Мгм. которая служит вот Люциферу. Понятно. Так, давай поговорим дальше с корсиканцем, вот этим с его душой. М, Хочет ли Сейчас я он... спрошу, дает ли он разрешение Да, с ним говорить. спроси у него разрешение, дает ли он разрешение подружиться с ним и для него. Вот там где-то вот в душе, там очень глубоко такой вздох идет и говорит «да», ну такой тихий, Мгм. издалека. Мгм. Спроси у него, хочет ли он освободиться от этого сна. Он говорит, что если он освободится и проснется, то проснутся эти все. И он показывает, как этот потолок, который Мгм. он вот так держит. Ну, это как, знаешь, как в этом м, эти великаны, которые стоят и вот так Мгм. держат. И Атланты он, держат небо. да, и он Да. говорит, что они все тогда проснутся, вот эти люди, которые вот так зациклены, и там вот это каждый делает постоянно одно и то же. Говорит, что они все тогда проснутся и показывает, что как этот потолок вот так прорывается. И говорит, что тогда все узнают. И так много говорит, что разум откроется, и все поймут, кто они на самом деле. А я спросила, а кто эти люди на самом деле? И он показал, что у этих людей такие огромные души, все в плену, вот так как в таких сетях, находятся там внизу, в нижних пространствах. Но он это говорит, что это разум всего человечества. М. А такие маленькие частицы душ воплощены, но он показывает вот сейчас, там, где мы вот над Лимой, и он Мгм. показывает этих Людей, которые именно сейчас людей, живут. да, и показывает люди, которые на огороде, ну, даже не на огороде, а как будто бы это как каменная пустыня, и с сапкой в руках они пытаются что-то вырастить в этой пустыне. И он говорит, что труд их тщетен, а мысли пусты. И говорит, показывает, как их мысли уходят туда, где их душа находится. М. А Привязаны. душа зациклена, оно так и звучит, зациклена в преисподней, во времени, зациклена во времени, в пространстве времени. Ну, это, как говорят, четвертое измерение, ну, там этих измерений много. Мгм. А спроси у этого корсиканца, когда он уснул, как это произошло. Он говорит, что его убила карма. Он говорит, что он не смог проснуться. И он показывает, как когда он вот это огонь на этот город направил, то в ответ пошла какая-то черная энергия и ударила его буквально в спину и перенесла его в этот как подвал, в это как пространство тьмы, он говорит, Мгм. мрака.
говорит, подземелье. И опять мне показывает, в центре Лимы стоит этот фонтан, где эти мужчины с этими змеями Мгм. вместо ног. И он говорит, что я один из них. Мгм. То есть то, что он сжигал город, за это кармически он погиб и Да, это оказался точно там. так же, как эти люди, которые колдуют, да, вызывают духов, делают зло. Они думают, что они вообще ничем не думают. Потому что если бы М, они чуть-чуть подумали, то они бы этого не делали. мгм, Да, они тоже все страдают. Карма их настигает. Я, например, у бабушки в деревне видела, и у нас в деревне то же самое было. Такие бабки-знахарки были, а у них дети инвалиды порождались, понятно. например, да. Мгм. Так, хорошо, давай тогда передадим этому корсиканцу информацию из наших сеансов как алгоритм освобождения, что он может отказаться сжигать этот город. Я ему показываю вот так на часы и говорю, что время пришло. И я ему показываю, что он просто может это встать, и вот эти, как, знаешь, это как в пещерах такие, это сталактиты, сталагниты, Мгм, только их со всех сторон. Что он может просто отодвинуть, что это всего лишь иллюзии, сотворенные его разумом, и что он может изменить м, свое решение, если он хочет. Ну, он говорит, что я не понимаю, что я говорю. Я спрашиваю его, почему я не понимаю то, что я говорю. Я ему предлагаю принять информацию или не принять, это его дело. А он говорит, что он не может избавиться от глаза, вот от этого м, глаза, что он показывал, мгм, и показывает его пенис. А он похож не на человеческий, а на, ну прямо считывается, не то, что похож, он считывается как обезьяний. мгм, И он показывает на ноги на свои и говорит, что он утратил человеческий ген. м, И он говорит, что он больше не корсиканец, что он призрак, дух, и что он не может родиться, он не может воплотиться. Он говорит, что он не может родиться из чрева живой женщины, потому мгм, что он создал, он вот эту пи показывает. мгм. Это Вот. Тиару с Ага, ну этим. типа, да, да. Он говорит, Мгм, что он, ну, он не один, но он один из тех, кто мгм, создал этот эгрегориальную матрицу уничтожения человечества. м, А я спрашиваю, а м, может ли он принять решение в том состоянии анабиоза, в котором он сейчас находится? И он говорит нет, что он не может. Он говорит, что жизнь для живых. И он мгм, говорит, что если вы потеряете свою способность решить свои проблемы, то вам никто не сможет никогда помочь. И он говорит, так и уходили цивилизации. И говорит, мгм, что только останки выживших создавали новые цивилизации. мгм, И говорит, вы никогда не поймете нас. И показывает, говорит, потому что мы уходим. Говорит, наши души тленны. И опять говорит, что принять решение может только живой человек.
Мгм. и говорит, что вы счастливы. Так, Виктория, а можем, например, зайти в тот момент, когда он еще был живым? Ну вот так бравый так человек на каком-то э, как платформа или судно, что-то такое стоит. Мгм. И говорит, я их избавлю от жизни. И я вижу, как у него э, подсознание, интуиция ему подсказывает, что с ним произойдет, Мгм. на каком он пути стоит, и у него буквально как будто бы ноги превращаются в такие змеи, но он все Мгм. равно игнорирует это. И я сейчас ему, этому, в этом времени, в этом измерении Мгм. показываю его, который он там вот замороженный, Мгм. в анабиозе. А он говорит: "А почему ты меня не разбудила?" Я ему передаю эту информацию, а он говорит: "Я живой". Мгм. И взял какой-то, как будто бы тумблер остановил. Мгм. И я вижу, как этот огонь обратно, как будто бы пришел, и отматывается какая-то штуковина назад, отмоталась. Так, Что это происходит? я вижу, что он как будто бы отцепляет от себя эти ноги Мгм. и подошел к этому фонтану в центре Лимы. Так. Это не Лима, это другой город. М. Он делает. Что он делает? Он эти ноги раскручивает. Я вижу, как этот демон, который тут сидел у него, он исчезает. И вдруг эти люди в этом фонтане вот так вырастают, и у них ноги образуются вместо этих колец змеиных. Мгм. Вот эти там, ну, не змеи, а рыбы. М. Как угри или что-то такое вот вьются так. Это как Говори. рыбы. Сейчас я посмотрю. Щупальца. Что-то такое. Ну, Мгм. щупальцы, да. Мгм. Это как без костей, без колен. Это буквально ползать, как черви. Мгм. Это не отстаивать интересы жизни, а идти на поводу. И я Хорошо. его спрашиваю, ну он такой смешной, он что-то курит. Мгм. Что что это он там курит? Какая-то штучка у Просим. него такая, дым идет изо рта. Он вообще-то на пирата похож. Что это И он он снял там? эту М. шапку и говорит, что он не будет больше корсиканцем. Я вижу, как он пришел. Вот оно что. Я думаю, при чем тут этот папа римский? А он пришел вот к этому папе римскому с этим яйцом на голове и говорит ему, что он не пойдет убивать невинных. Мгм. И я вижу, что он стоит возле этого папы римского, и как будто такой дух черный выходит, и этого папу римского хватает, ну, с этого человека, с этого корсиканца, хватает его вот так вот на этом престоле, как за шею хватает, и у этого тиара падает, это яйцо из головы. Мгм. Да, это вот штучка у него на голове, это символ рождения демонических энергий, программ, миров, духов. Мгм.
Передай ему, что он может чтобы он передал информацию, кого он знает, чтобы все тоже. Этот стоит, то есть несколько измерений вижу сразу. Один этот корсиканец, так называемый, стоит и разделался с этим, Папа то есть Римский? карма вернулась к этому Ага. папе римскому, а другой, вот этот, который в подземелье, начинает двигаться, говорит, просыпается Мгм. и говорит, зачем ты меня разбудила? Я ему передаю информацию, что он живая душа, и что он может по своему желанию, если он хочет, выбрать другой путь его развития, его души. И он показывает, как трещит вот это пространство, которое удерживает души. Мгм. И говорит опять к тебе, что он знал, что ты придешь. Он говорит, потому что ты не Осирис. Мгм. И он говорит, ты не папа. И говорит, у тебя есть дух живой. А этот показывает на кого-то там в секторе интерферента. На этом, как будто бы на сожженном дереве распят человек черный. Это идея, это даже не конкретно кто-то, это идея. Мгм. Это как дух, как программа. Мгм. Это генетическое свойство, он говорит, генетическое свойство. Свойства. Сейчас я посмотрю, что Что это. это за свойство? Мгм. Что Оно это за... считывается как бред, ну, бредить, как в Мгм. температуре бредят. Это заражение. И он показывает, ну, не он показывает, я просто это вижу, когда смотрю, что это похоже вот как вирусы, когда температура у человека, вызванная вот сопротивлением организма, да, борьбой, Мгм. ну, вызвали это вирус. И я вижу, что эта идея, она как вирус, которая вызывает вот эти потрясения в обществе. М. И он говорит, что он показывает на этого, на это яйцо. А это вот это яйцо, про которое как раз и говорят, что яйцо прячет иглу. Вот какое яйцо. Мгм. Я слышу Смерть. разоблачение символа. Мгм. И там такая черная игла. Оно считывается дух преисподней, дух смерти, гниение, гангрена. То есть острие или ось этого гнезда, этой матки, антиматки, да, Мгм. которая является антиподом жизненной матрицы. Вот это есть Так. дух этого Люцифера. Ну, слышу, эгоиста номер один. М. То Со- есть первенца, от которого Мгм. все пошло. Так. И что вот этот генетическое свойство? а, Разрушает. м, Я слышу, разрушает психику, сознание, мгм. человеческий мозг. И показывает, как образуются вот эти импланты, которые усыпляют, которые вот внутренний взгляд, который должен быть направлен вверх, Мгм. Так. опускает вот вниз, и духовный взгляд, энергия тогда попадает, внимание в преисподнюю, в энергии смерти, потому что вся концентрация идет на смерть этого человека. То есть они убили человека и радуются этому, превозносят это как знамя, Мгм. идеализация.
А там, где человеческая энергия, там душа человека, и там происходит человек-творец. Куда бы ни обратил внимание человек, там начинает происходить жизнь. Но если человек обращает свое внимание в темные миры, то он начинает быть темным творцом. Так, а вот этот ген, как он связан с этим человеком, этим Он говорит, корсиканцем? что он служил ему, этот корсиканец. Мгм. Этому папе имеется в виду? Да, Мгм. он говорит, что это с Римом связано, с М. Римской империей, но в духовном плане. Мгм. Связано с захватом мира. Так, ну хорошо. Приказываем этому антимиру забирать этот ген Я эгоизма. говорю, да, Мгм. говорю этому папе, что мы видим его фальшь, его обман, и приказываем ему забирать все его воздействие, всего папства, то есть всей этой институции религиозно-мафиозной. Мгм. Обличаем всю эту систему, И всю приказываем эту убрать ложь, да. И он, я ложь. вижу, что он причастен к Осуществлять этим всем метаморфозам в нашем мире и с фальсификацией истории. Я вижу, как этот Папа Римский сидит, и у него как будто юбка такая большая ну, от талии идет, а под этой юбкой книги считывается история человечества. И он говорит, что мы прячем историю человечества. Мгм. В Ватикане эти архивы все, которые они там собирали по всей земле. Говорит, что мы дали вам другой взгляд. Это как такая полосочка, другой взгляд Мгм. на вас самих. Вы забыли, говорит, кто вы. Мгм. Говорит, мы идентифицировали вас с тварью, а тварь, я всегда думала, что такое тварь? А тварь– это как творение душ человеческих, потому что души человеческие творцы, то когда человек неправильно творит, то вот эти демоны, которых он создает, эти демонические энергетические сущности, Мгм. Что вот, с то ним? это и А, есть тварь. твари. Мгм. И я вижу, что это как бы он говорит, что, ну, он не говорит, я это считываю сама, я у него не спрашиваю. Просто когда я смотрю, то там эта информация идет, что приравняли до тварных существ. То есть это как человек, который делает зло, думает, что он и есть зло. И забывает, что это всего лишь он сделал выбор в сторону зла, а может в эту же секунду сделать другой выбор. И что его божественная душа– это не то же самое, что он только что натворил. Точно так же, как человек– это не та профессия и не то, что он делает. Если он там сделал стол, то человек не стол, а он всего лишь умеет делать стол. Мгм. В любой момент может сотворить то, что он хочет. Да, Мгм. Так, ну хорошо, приказываем этому антимиру убрать навязанную вот эту историю, которую они навязали человечеству. да, я Отказываемся. говорю, что мы отказываемся принимать их лживую историю и приказываем от имени всего человеческого разумного отдать историю, истину,
раскрыть всю правду, и пусть убирают все те, кто уничтожает истинную правду и истинную историю человечества. Пусть принимают карму и раскрывают все, как оно есть, убирают их воздействие. Я приказываю этой папской, римской, католической, так называемой церкви, ну а по сути М. это мафия, Системе антимира, да. система, Мгм. это культ, он считывается как Культ. культ, не Мгм. церковь, а культ. Это как жрец, жрецы, которые, ну, понтифик это и есть жрец, который в одних руках держит политическую и банковскую и религиозную, оно тоже считывается как секта. Вот это, Мгм. этот городок, вот маленький, где Мгм. это все, это сосредоточение зла. Мгм. Приказываем этому папе, этой системе забирать их навязанную ими историю, ложь, обман. Пусть забирают все эти гены эгоизма, гены Люцифера, эти все энергии, которыми они подчиняют человечеству. А этот вот корсиканец с этими ногами все время это там как бы дремал и слушал. И сейчас он говорит: ах, ты меня обманывал к этому папе римскому. И берет вот эту вот, досточку сгоревшую, на которой этот типа человек, типа Иисус распят. И как-то ею сбивает это обгоревшее черное все. И Мгм. это считывается, что на костях миллионов погибших в пожарах, а тогда пожары были. Мгм. Пришел к власти антихрист, он говорит, и показывает на этого папу римского с этой тиарой на голове. Он его называет Антихристом. антихристом. И он говорит: зверь в человеческом обличии. И имеется в виду не тварь, это как эти духи, сотворенные человеческим разумом, а зверь это кто? Что обозначает, да, кто это зверь. Он говорит дух Люцифера. Это другое, это совсем другое. М. Это сущность. Это сущность, рожденная Творцом, который как бы перехватил власть над, я слышу, из параллельного пространства, из параллельного мира, который фактически управляет планетой и создает этих тварей. Люди, это знаешь, как похоже, мне пришла М. информация, это как люди используют свои компьютеры, чтобы генерировать криптовалюту. М. Это точно так же происходит. То есть Ага. человек живой использует этот компьютер для того, чтобы генерировать доход, да, то есть криптовалюту. Мгм. Точно так же этот Люцифер использует людей как компьютеры, которые для него генерируют, я слышу, похотливые энергии. То есть Мгм. вместо того, чтобы... Я подумала, что такое похоть в этом контексте. И это хотеть зла. Потому что их души вот там привязаны. И они постоянно стремятся, это как, знаешь, незакрытый гештальт, постоянно ситуация непроработанная тянет внимание, чтобы от этого избавиться. Вот точно так же это работает. Мгм. А людям нужно просто поставить себе цель освободить душу по-настоящему. Это возможно только разорвав этот подсознательный контракт. М.
на всех уровнях сознания, подсознания, да еще и при телепатическом сеансе. Это очень важно. То есть все должны сойтись в одном, вот как сейчас это, да? Мгм. Да, эксклюзивный такой. Да, то есть там все должны составляющие, там как будто бы мне идет как 99 каких-то созидательных лучей должны сойтись в одном. А я подумала, почему 99? А 100 это как символ полноты. Мгм. Создается вот этот процент последний, да, этот аспект, это свобода. Я буквально вижу, как такие лучики сходятся в одно, и вот эта темная энергия, этот контракт, который удерживает душу, он вот так разрывается, и создается вот эта полнота. М. То есть должно быть все, это и есть тот лабиринт, из которого можно выйти, вытащить свою душу. То есть нужно пройти все эти уровни, то есть это как сознание, подсознание, и время, и попасть в эту точку. Понятно. Так, что происходит с этим Корсиканском и этим городом, который зациклен с этими душами? Этот говорит, что он просыпается и говорит, что берет во внимание мои слова и Мгм. говорит, мы будем жить с этим древним городом. И я передаю этому древнему городу и всей цивилизации мне идет, всей Мгм. человеческой цивилизации эту информацию в эфирном пространстве и волю к освобождению каждой живой божественной души и отдать карму, что только Мгм. воля и желание души имеет значение, а все, что было, это было. И вдруг я вижу, эта женщина, которая стояла так какие-то высокие, ну, как будто бы на ступеньке на какой-то, и эти переводила часы, и она вдруг упала. Эта ступенька черная упала, и этот циферблат и стрелка начала в обратном порядке чух-чух-чух, так быстро-быстро двигаться. Мгм. И я вижу, что этот город просыпается. Вот этот ребенок, который хотел смахнуть слезу, а, покрытую М. этим пеплом. Мгм. Ну, тогда люди жили вот такие, как они сейчас уже есть. На вид я вижу. Мгм. Ну, в этой местности, да. Ой, Я такой передаю всем, м, пусть они просыпаются. Ничего не было, огня не было. Этот корсиканец, он не использовал эту плазму. И я передаю. Я только не успела даже еще подумать. Вижу, как этот корсиканец эту штуку держит. Это как такой прибор. И мгм. направляет эту плазму прямо на папу римского этого. Мгм. И говорит, что распепелил осиное гнездо. Мгм. Ну все, на сегодня М. хватит. Я Мгм. все чищу пространство. Очищаем пространство, передаем информацию во все по всему, по всем веткам, по всему, жизненному дереву. Да. Хорошо. А как интересно происходит. Вот там, где я ходила, куда я смотрела, вот когда Мгм. я ездила туда, в Перу,
Вот Мгм. буквально по этим следам всюду начинает происходить, как будто бы вот так свет идет, и там такие, куда я только посмотрела, а там такие, как жемчужинки энергетические. И сейчас, когда мы это с тобой этот сеанс сделали, то я вижу, что все там начинает вот так светиться. Мгм. То есть это пространство, как будто бы я пришла и наметила там что-то, да, Мгм. а теперь пришла и что-то сделала. Я слышу, что посланник. Понятно. Да. Вот интересно, я вижу вот этот ресторан, меня он очень впечатлил. Мне пришло это название этого города Куско. Мгм. Вот, и там, потому что это было просто невообразимо. Представь себе, что там по этой стене, там вода стекала, но камни такие, что они не плесневели, из которых эта внутренняя стена была сложена. Там сыро было на этой стене, но плесени никакой не было. А тут же столики, люди в ресторане сидели и смотрели на эту стену. Мгм. Ясно. А вот то, что ты видела под слоем песка, э, эти каменные или руины, или стены, Да, это тоже были? это погребенная цивилизация. Мгм. Я слышу других богов, каких-то других богов. Что это за другие боги? Я слышу, что слышу так, ацтеки. Мгм. Прошлая цивилизация? Это прошлая цивилизация. Но я уже начала выходить. У нас сильный ветер, я начала его Мгм. слышать, знаешь, Да. и я уже выхожу. Хорошо, Виктория. Отсоединяйся от всех и всего, Да, поднимайся вверх. отсоединяюсь. Мгм. Проверь твое личное пространство, все ли в порядке. Да, все в порядке. Мгм. Хорошо. Наполняйся светом, и на счет 3 ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. Один, два, три. Возвращайся.